Всем привет! Это будет небольшой обзор на новые лампы Philips Pro 9000. Также попытаюсь их сравнить с лампами предыдущего поколения, с лампой Osram, довольно свежей, с лампой Narva, тоже свежей, ну и соответственно с обычной лампой. Итак, что мы тут имеем? Производитель этих ламп — это компания Lumileds. Как известно, Philips непосредственно сам не делает ни чипы, ни лампы. Lumileds — это его дочерняя компания. Соответственно, все, что делается в плане светодиодного автомобильного света Philips, это делается этим подразделением. Вот код для заказа этих ламп здесь можно видеть. Лампы сделаны в Китае. Philips нам обещает до плюс 250% прибавки к свету. Здесь имеется в виду, если внимательно читать, они говорят про прибавку относительно минимального стандарта для галогеновых ламп. То есть, скорее всего, любые современные галогеновые лампы уже давно не светят на минимальном стандарте, но тем не менее. Ну, то есть они реально ярче, эти лампы, но, мне кажется, Osram, когда пишет про свои лампы, вот про эти, например, плюс 110%, он поступает более честно. Это как-то больше похоже на правду, но чуть об этом позже. Значит, смотрите дальше. Световая температура 5800 кельвинов. Здесь Philips указывает что-то о EMS Reference, то есть это цветовая температура, которая выбрана производителями чипов для автомобильных ламп как, ну, условно, идеальную. То есть это идеальный белый свет, без синевы, без желтизны. То есть именно тот, который позволяет нашему глазу максимально комфортно чувствовать себя, не уставать, скажем так. Так, ну что, открываем. Довольно такая приличная увесистая коробка. Вот сами лампы. Они уже без внешних драйверов. Вот такая вот сама по себе компактная лампа. Это отложу в сторону, чтобы не мешало. Смотрите, если сравнивать, эта лампа у них называется Gen 3, то есть третье поколение. Второе поколение я пропустил, они как-то в свое время были очень дорогие. У них были довольно большие драйверы. В общем, у меня их нету, есть лампы первого поколения. Если мы будем их в лоб сравнивать, то мы можем видеть, насколько стал меньше по размерам источник света, а это очень важно. То есть, если мы сравним, например, первое поколение с лампочкой, со спиралью лампы, то сейчас попробую приблизить. Ну вот, здесь можно видеть, что они по размеру чипы больше, чем спираль лампы. Если мы возьмем третье поколение, то мы можем видеть, что в сравнении со спиралью чипы, наверное, уже даже меньше. Это важно для рефлекторной фары, потому что в рефлекторной фаре источник света должен полностью соответствовать по размерам галогенной лампе, иначе у вас не будет никогда светотеневой границы. Теперь давайте сравним с относительно новой лампой от Osram. Это свежая лампа. Здесь можно тоже видеть, что эти чипы больше по размерам у Osram. Так, вот еще лампа Narva, но это по сути она же Philips. У Philips сейчас появилась линейка дешевых лампочек. Так вот, это они же по сути Narva. Narva — это подразделение Philips, они их когда-то купили. Тоже можно видеть, что здесь эти чипы и те выполнены по технологии CSP, Chip Scale Package, но у Philips по размерам значительно меньше. То есть реально это вот сейчас на рынке единственная лампа, которая по размеру чипа соответствует галогенной лампе. Соответственно, в рефлекторной фаре она будет иметь лучшую светотеневую границу. Сейчас мы сравним эти лампочки по яркости. Ну, это будет такое бытовое сравнение без претензий на какие-либо
корректные данные. Просто в лоб сравнения стоит смартфон с приложением, которое измеряет яркость в люксах, и стоит лампа. Все 4 лампы будут, сколько, не 4, 5 ламп, будут на одинаковом расстоянии от люксметра. Итак, сейчас я выключу внешнее освещение, и мы сравним эти лампочки по яркости, но прежде несколько важных параметров, которые на эту яркость, собственно говоря, влияют. Это мощность и цветовая температура. Значит, вот эта лампа Narva, она 24 ватта. Вот ее, кстати, артикул для заказа. Потом вот эта лампа Osram, она 25 ватт. И вот ниже под мощностью ее артикул для заказа. Вот эта лампа, мне коробка не сохранилась, она тоже 25 ватт. И вот эта новая лампа Gen 3, она 18 ватт. Значит, вот эта лампа 6500, эта лампа 6000, это тоже 6500, это 5800. Почему при тесте яркости я обращаю внимание на цветовую температуру? Дело в том, что все чипы, они покрыты люминофором. Вот это вот желтый состав, это люминофор, сквозь который проходит синий цвет светодиода, то есть сам кристалл излучает синий цвет, и уже после прохождения через люминофор он преобразуется в ту цветовую температуру, которую заложил производитель. Так вот, чем ниже цветовая температура, тем, собственно, будет ниже яркость. Но, естественно, нужно все еще соотносить с размерами чипа и с мощностью. Ну что, выключаю свет и начинаем. Так, ну вот у нас смартфон наш показывает практически там совсем чуть-чуть люкс. Так, начинаем с Narva 24 ватта, 6500. Так, лампочки сдвину в сторону, чтобы они нам не мешали. Расстояние до смартфона примерно метр. Буду выдерживать одинаковые. Так, ну вот около 600 люкс Narva. Так, теперь берем Osram 24 ватта, 6000 кельвинов. Где-то 640 люкс, чуть поярче. Так, теперь берем Philips Gen 1 первого поколения, 25 ватт, 6500 кельвинов. Ох, яркий шел. Так, 600 не вижу сколько, почти 50 люкс. Да, эти лампочки, кстати, у Philips очень яркие. Так, и последнюю лампу берем, наш Gen 3. Ну, что-то около 500 люкс, 490. Еще один важный момент, на котором хотел бы заострить внимание, это установка ламп. В моем автомобиле, как и во многих других, цоколь лампы непосредственно не монтируется в фару. То есть используется специальный переходник, куда вставляется галогеновая лампа. Я постараюсь потом, может быть, прикрепить фото. И уже потом этот переходник вместе с лампой защелкивается в фару. Например, для лампы Osram она вот так снимается. То есть мне пришлось покупать вот этот китайский адаптер, который можно купить на Али там за $1–1,5. Потом я вытачивал вот такую вот втулочку и все это дело соединял вместе с цоколем, скажем так. В новом поколении у Philips такого нет, но я сейчас покажу, как это делается. То есть
Здесь так не совсем не получится, потому что вот эта часть, она более пластиковая, она более короткая. Тоже есть вариант. Если у вас лампа Narva, то считайте, что вам повезло, потому что тут становится китайский адаптер, он упирается в ребра охлаждения и одевается сюда, ну, то есть он защелкивается. Сейчас я попробую ее достать. Так вот. То есть он здесь вставляется вообще без проблем. Вы просто одеваете его и защелкиваете. То есть здесь лучше всего. Но самый правильный вариант был у Philips для Gen 1 и Gen 2. То есть первое и второе поколение ламп. Оно совместимо со специальными адаптерами, которые выпускал Philips. Вот так вот выглядит коробка от этого адаптера. У них там несколько видов, но по сути вот этот вот Type-C, он покрывает большинство автомобилей. То есть их можно купить отдельно. Сейчас я поищу. Где-то может быть есть их артикул. Вот артикул, да. 11172 CX2. Вот этот артикул, в нем в комплекте вот таких вот два адаптера с ключом. Вы просто скручиваете с лампы тот штатный, тот цоколь, который идет вместе с лампой, и прикручиваете на место вот этот, и он защелкивается, ну, относительно легко. То есть это самое грамотное решение. Почему-то, к сожалению, для третьего поколения своих ламп Philips не предлагает такие адаптеры, но по сути, если у вас есть вот этот адаптер, то можно его использовать. Ну, сейчас, по идее, покажу. Итак, что нам надо? Нам надо сверло на 1,5 миллиметра, неважно, может быть миллиметр, может быть 2, шуруповерт, и берем адаптер от первого и второго поколения и высверливаем заклепки. Так, заклепки отсверлили. Теперь его пытаемся демонтировать, разделить с цоколем. Так, призовем на помощь отвертку. Заклепки. Все-таки побольше диаметр сверло, так понимаю. Так, есть. Все разобрали. Вот. Соответственно, остался отдельно цоколь, который идет штатно с лампой, и та часть, которая идет в сборе с этим цоколем, и когда они все вместе, они образуют адаптер. То есть нам это не надо. Теперь мы берем лампу Gen 3, снимаем у нее адаптер, и вот чудесным образом, вот так замечательно сюда подходит вот этот вот адаптер. То есть его остается любым доступным способом. Можно, я не знаю, я, наверное, попробую приклеить двухкомпонентным клеем, то есть эпоксидкой двухкомпонентной. Тут особой фиксации не надо. То есть он сам по себе, когда потом встанет в фару, он, получается, вот так прижмет этот цоколь, и тут уже прочности соединения никакой не нужно особой. Теперь я перемещаюсь за кадр, где буду комментировать фото, сделанные в гараже. Нюансами установки утомлять вас не буду, потому что там темно, и, в общем-то, фары расположены настолько плотно, там компоновка такая, что, по сути, невозможно фактически снять без снятия фары, как там ставятся лампочки. Но, в принципе, там на фото пояснил, и должно быть с большего понятно. Итак, на первом фото у нас стандартный штатный источник света, это галоген. В моем случае это лампа GE, General Electric. Вот можно видеть, что у нее довольно четкая светотеневая граница. Забыл сказать, что все фото делаются на смартфон, на камеру смартфона с ручной установкой, то есть баланс белого, ISO и выдержка, они стандартные будут на протяжении всей съемки. Итак, это галоген. Расстояние от машины до стены где-то метров 7. И вот можно видеть на экране смартфона, что максимальную яркость, которую я смог получить на этих лампах, то есть это яркость так называемого горячего пятна, это 285 люкс. Следующая лампа у нас это Philips первого поколения. Как вы можете видеть, со светотеневой границей уже не все так хорошо. Есть ярко выраженный пик посередине, такой засвет.
и вся линия, она уже выглядит неровно. Тем не менее, это очень яркая лампа, можно видеть на экране смартфона 451 люкс, но это фактически в 2 раза ярче, чем штатная лампа. Также на этой и последующих фото можно будет видеть, что светодиодная лампа в рефлекторе дает более широкую заливку, лучше видно обочину и лучше видно встречку. Следующая лампа у нас Narva. У нее светотеневая граница, я бы сказал, наверное, получше, нету пика в середине, хотя левая часть тоже такая довольно рыхлая, то есть четкой линии нет. Эта лампа не такая яркая, как предыдущий Philips, но нужно понимать, что это самое бюджетное решение из всех, которые мы тестируем сегодня. Ну, за исключением, конечно, лампы галогенной. Следующая наша лампа это Osram. Как мы можем здесь видеть, светотеневая граница, наверное, лучше, чем у предыдущих двух, хотя то четкой линии, в общем-то, тоже пока нет, но это лучшее из того, что есть. Кроме этого, Osram это несомненный лидер по яркости, несмотря на то, что в линейке Osram это бюджетная лампа, как ни странно. Osram, кстати, не указывает срок службы своих ламп в часах. Он пишет, что гарантия 2 года, а вот Philips указывает на свои лампы. Altenon 9000 Pro, которая будет дальше, Philips говорит, что это 5000 часов. А на бюджетной линейке, ну, по сути, вот Narva, это тот же Philips с бюджетной линейки, он пишет 1500 часов. Ну вот мы добрались до главного героя сегодняшнего теста, ради которого, собственно, затевалось это сравнение. Как мы можем видеть, у Altenon 9000 Pro самая четкая светотеневая граница и довольно высокая яркость. Да, она не такая высокая, как у Osram, но нужно понимать, что здесь чипы значительно меньше в размерах. У нее встроенный драйвер и, скорее всего, более длительный ресурс. Сейчас будет сравнительное фото с галогенной лампой, где можно видеть, что у Philips светотеневая граница примерно такая же, если даже не сказать, что она лучше.